Сегодня мы поговорим о том, как мотать резьбы, с чем их мотать и как лучше. Смотать резьбу может любой, ничего в этом сложного нет. Но есть некоторые нюансы, которые в итоге могут привести к очень нехорошим результатам. Разберем их? Начнем с металлических резьб. Здесь лучше всего использовать лен. Для резьб небольших диаметров используем мягкий лен. Для более крупный жесткий лен. Берем немного льна. Зажимаем один конец пальцем. И, стараясь равномерно по всей резьбе, по часовой стрелке, так как мы накручиваем деталь, наматываем. Потом ее можно смочить немного, для того, чтобы она не пушилась и не разматывалась. Подправить какие-то торчащие элементы. Все, заматываем резьбу, и все у нас будет готово. Для того, чтобы резьба лучше наматывалась и лен не стаскивала, используют различные герметики, жиры, смазки. Но нужно понимать, что герметик или жир сантехнический, и любые другие специально для этого смазки не способствуют увеличению герметизации шва. Они служат только для того, чтобы уменьшить трение между резьбами и льном, для более качественной скрутки, чтобы лен не выдавливало. Поэтому смазывать можете даже водой. Лен хорош чем? Тем, что, во-первых, он дешевый по сравнению с другими аналогами. Во-вторых, если вы скрутили и у вас вдруг где-то начало подкапывать, то лен разбухнет и в короткое время течь может сама устраниться. В-третьих, лен позволяет регулировать деталь относительно друг друга, подавая ее вперед после скрутки или назад, тем самым не влияя на герметизацию шва. В-четвертых, если вдруг вы намотали льна немного лишнего, резьба его выдавит. Где лен нельзя применять? Лен нельзя применять, где пластиковые резьбы, так как он испортит пластиковую резьбу. Фумлента. Это синтетический аналог льна. Ценовая категория также недорогая. Также можно использовать на любых резьбах, включая пластиковую. Изначально он сделан для применения в пластиковых резьбах, так как он мягкий и не портит их. Но также его можно применять и в металлических. Также зажимаем один конец, накручиваем по часовой стрелке, стараясь его не скрутить в косичку. Отрываем лишнее и наматываем. В чем его минусы? Минусы в том, что после того, как вы закрутили, и вам надо подвинуть детали относительно друг друга, вы сместили назад, большая вероятность, что у вас резьба потечет. Второй минус. Со временем фумлента разрушается. Также есть синтетическая нить. Она лучше, чем фумлента, но хуже, чем лен. Почему? Да потому что она имеет очень прочные свойства на разрыв. И когда вы намотали ее на резьбу и закручиваете, то она, закусываясь, не рвется и не выталкивает ее резьба, что может привести к тому, что у вас деталь лопнет. Плюс еще она очень дорогая по сравнению со своими аналогами. Какие нюансы нужно знать при закручивании резьбы? Первое. Бывает резьба очень гладкая, без насечек. Когда мы накрутили лен и начинаем скручивать детали, то бывает так, что лен прокручивает вместе с накручиваемой деталей. Соответственно, внутри резьбы ничего не остается, все выходит наружу. И чтобы этого избежать, нужно испортить немного резьбу. Это можно сделать или тяжелым острым предметом, сделать насечки,
либо плоскогубцами содрать немного. При этом, после того, как вы накрутите лен, он будет цепляться, и лен у вас не будет прокручиваться. Еще один момент. В силу удорожания материала производитель начинает экономить на его производстве. Стенки становятся очень тонкие, качество пластика становится хрупким. Поэтому, когда вы наматываете лен, старайтесь не переборщить. Старайтесь наматывать лен от начала к концу резьбы небольшим конусом. Не старайтесь намотать спереди, посередине больше. Притом, когда будете накручивать, следите за своим усилием и не перематывайте намотки на резьбу. Иначе стенка на детали, которую вы накручиваете, может лопнуть. И вы эту трещину зачастую сразу не увидите. Если вы пользуетесь фумлентой, то перемотать ее в принципе нельзя, так как она очень мягкая, эластичная, и резьба ее лишнюю выдавит. Тем самым нет опасности разрыва детали.